Маленький мальчик столкнулся на улице с большой собакой. Мальчик был поражен внезапным появлением грозного животного, поэтому он сразу начал громко кричать «Уходи!». Глупый пес. То, как отреагировала на крик собака, повергло всех в шок. Даниэл не всегда боялся собак. На самом деле ему очень нравились собаки с тех пор, как он впервые встретился с одной из них в 3 года. В конце концов, родители согласились взять домой собаку. Питомцем Даниэла стал крупный Ньюфаундленд, которая принадлежала его бабушке. Когда старушка больше не могла заботиться о Люси, она попросила родителей Нила забрать питомца. Конечно, мальчик больше всех обрадовался этому. Собака быстро стала лучшим другом Даниэла, и они часами играли вместе. Родители сразу поняли, что питомец идеально подходит Даниэлу. Мальчик даже просил позволить Люси пойти с ним в детский сад, вот только воспитатель не разрешила этого. В очередной день рождения Нила вся семья отправилась в лес на прогулку. Неожиданно громкий шум поблизости испугал Люси, и она бросилась прямо в лесную чащу. Семья безуспешно пыталась найти питомца, который словно растворился среди деревьев. Маленький Даниэл был убит горем на улице, он постоянно звал Люси, но она так и не вернулась. Даниэл во всем винил себя, потому что именно он держал поводок в лесу, и у него не хватило сил удержать Люси. Надежда найти потерянного питомца с каждым днем все больше и больше угасал, но однажды все изменилось. Прошло 3 долгих месяца, и когда Даниэл однажды шел со школы домой, то услышал поблизости знакомый лай, что заставило его замереть на месте. Сначала мальчик подумал, что ему показалось, но лай повторился, так что Даниэл, следуя за звуком, зашел в небольшой переулок. Там мальчику открылось невероятное зрелище, прямо перед ним стояла его любимая Люсия с громким криком. Даниэл бросился прямо к ней и крепко обнял собаку, а затем начал гладить ее по холке, едва не плача от счастья. Когда первоначальный шок прошел, Нил заметил, что Люси немного изменилась за это время и сильно похудела, но он был настолько рад, что не придал этому значения. Нил вместе с найденной Люси сразу направился домой, где рассказал родителям радостную новость о возвращении питомца. Родители сразу обратили внимание, что Люси очень странно выглядит и ведет себя как-то необычно, однако взрослые решили не говорить об этом сыну, чтобы не расстраивать его. Главное, что Люси, наконец, нашлась и по-прежнему очень хорошо относилась к Даниэлу. С этого дня ВС было как прежде. Почти порой Люси необычно себя вела. Она часто отвлекалась и с какой-то грустью смотрела в окно. Более того, собака иногда открывала заднюю дверь и тайком убегала из дома. Это сильно беспокоило Даниэла, который боялся, что питомец вновь может потеряться. Но, к счастью, Люси всегда возвращалась домой до наступления ночи. Так продолжалось в течение года. К сожалению, Люси, которой к тому времени было уже 10 лет, начала сильно болеть и вскоре умерла, а семья уже ничем не могла ей помочь. Даниэл сильно расстроился, так как он во второй раз потерял своего лучшего друга. Однако поддержка родителей и школьных друзей помогли мальчику восстановиться и вновь вернуться к своей обычной жизни. Однажды Даниэл играл с мячом рядом со своим домом. Мальчик слишком сильно ударил по мячу, и он покатился прямо по дороге. Нил бросил за мячом, но когда он, наконец, нагнулся, чтобы его поднять рядом, раздалось грозное рычание. По спине Даниэла пробежал холодок, а когда он выпрямился, то увидел прямо перед собой гигантскую собаку, очень похожую на Люси. Животное выглядело настолько грозно, что мальчик закричал изо всех сил: «Уходи, глупая собака!». Вот только собака даже не пошевели, поэтому мальчик начал медленно пятиться назад и уже собирался побежать обратно домой. Собака просто продолжала стоять и смотреть на Даниэла. В этот момент мальчик заметил, что у животного были точно такие же голубые глаза, как у Люси, и вообще она была очень похожа на его умершего питомца. Даниэл осторожно протянул руку, чтобы погладить собаку, которая прижалась к ней точно так же, как это обычно делала Люси. Это заставило Даниэла заплакать, который был уверен, что его любимая Люси, наконец, вернулась к нему. Даниэл забрал собаку домой, а его родители были шокированы сходством этой собаки с Люси. Взрослые согласились прийти загадочного питомца, так как он совершенно не проявлял агрессии. При этом родители подали объявление о найденной собаке на случай, если кто-то будет ее искать. На объявление так никто и не откликнулся. Тогда семья отвела питомца к ветеринару, чтобы проверить состояние его здоровья и сделать все необходимое прививки.
Довольный Даниэл сказал родителям, что он понимает, что эта собака не Люси, но он был невероятно счастлив от того, что они позволили оставить ее себе. Через несколько дней семья отправилась на прогулку в лес, причем собака привела своих новых хозяев к одинокому большому дереву, под которым они увидели мягкую подстилку из листьев и веток. Даниэл сразу предположил, что Люси целых 3 месяца жила здесь. В этот момент отцу позвонил ветеринар, который шокировал всех новостью, что ДНК этой собаки совпадала с ДНК Люси. Но как такое могло быть? Оказывается, эта собака была дочерью Люси. Должно быть, Люси была беременна, когда она убежала в лес и когда нашел своего потерянного питомца в переулке. Ее щенок уже родился. Тайна, наконец, была раскрыта. Конечно, из этого дня Даниэл и его новый питомец стали еще более неразлучны. Мальчик назвал ее Люси-младшая в честь Люси и проводил с ней все свободное время. Они часто отправлялись на поиски приключений в лес и играли там вместе. Похоже, что Люси вложила часть своей любви к Даниэлу и его семье в свою дочь, и именно поэтому она узнала мальчика в тот день на улице. Крепкая связь между Даниэлом и Люси-младшей стала началом их большой дружбы на долгие годы. Эта удивительная история напоминает нам о том, какими любящими и преданными могут быть собаки, особенно когда к ним относятся с любовью и уважением. Это также напоминание о том, что никогда нельзя терять надежду, и тогда жизнь может преподнести нам невероятные сюрпризы. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!